Линию приобрели мы в декабре 2013 года. Смонтировали ее где-то за месяц, чуть больше. За месяц смонтировали, потом пусконаладка и начали работать весной. Ну вот уже второй сезон мы работаем сейчас. Блоки делаем разные. И начиная от 10 сантиметров толщиной до 40, то есть по заказам, кому какие нужны, какие есть по заказу. Блоки покупают постоянно, но это не самоцель. Мы эту линию приобретали в основном для собственного строительства. Сейчас ведем строительство в Ярославле, 8 домов, строительство на комплексе своем, там, в гостиничном комплексе под Борисоглебом. Ну и нам отвели площадку в Борисоглебе под 8 домов трехэтажных. Будем еще и в Борисоглебе строить, еще не приступали. То есть блоки в основном для себя готовим, но на продажу тоже даем. Значит, качество устраивает. Просто заказы разные, приходится подстраиваться. Кому потолще, кому потоньше, это перестройка линии, но ничего, успеваем. То есть уже в Борисоглебе есть дома, построены из этих блоков. Мы их, значит, сфотографируем для своей рекламы, для своего сайта. То есть пользуемся. Но на сегодняшний день пока все устраивает. Значит, многое зависит, конечно, от компонентов. Тут главное, что компоненты, которые нас немножко не устраивают. Это алюминиевая пудра один раз и песок не всегда той кондиции. Там же есть требования к песку по крупности и по влажности. Но так подстраиваемся, что приходится перестраиваться, работаем. Мы закупили линию производительностью 60 кубов. Значит, 60 кубов мы достигали. Но мы столько прошлый год наделали, что до сих пор еще их, так сказать, запас есть, продаем, поэтому мы сейчас работаем в одну смену. В принципе, одна смена нас обеспечивает. Кубов 30 мы даем, нас это вполне устраивает. Если строители запросят побыстрее, то мы откроем, либо вторую смену откроем, либо продленку сделаем. То есть варианты есть наработанные, поэтому из положения выйдем. Поэтому 60 это норматив, он правильно выдуман для этой формы, для этих форм, потому что там же производительность зависит от количества форм и от объема форм. На наши формы, вот 60, мы на это выходили, проблем нет. Но какие вопросы не решались, я сразу решал по телефону с менеджером, с Сергеем. Значит, он подсказывал, высылал картинки, значит, что-то по телефону подсказывал. То есть были неувязки, но мы их старались решить. Что еще может быть в минусе? Значит, вот сам смеситель приходится часто вскрывать и разбирать. Налипание идет. То есть тут что-то вот... Но это процесс такой, что он всегда будет видим, потому что первый замес он прилипается. Даже все, вот, если все там очистить, первый замес налипается. И дальше потихоньку налипается, потом приходит время, когда надо очистить. Но это есть регламент, есть ТО, они предусмотрены. Ну, в целом мы линии довольны. Значит, то, что у нас не получалось, нас консультировал Сергей, менеджер. Дважды был у нас Станислав, то есть, в общем-то, мы... Технологи помогали. Да, и технолог приезжал сюда, да. Я просил, когда он в Москве работал, я просил его один раз приехать, у нас не получалось там немножко с замесами, он нашел причину, и все у нас наладилось. В целом линии довольны. В общем, она нас устроила, блоками мы себя снабжаем, на продажу блоки идут, так что же тут, так сказать, нормально все. Все нормально, на сегодняшний день все нормально. Благодарны мы и Сергею, и Станиславу. Так что я думаю, что если мы зачем-то обратимся, вы нам также не откажете, поможете. Спасибо и вам тоже.